Если вы не знаете, чем бы еще разнообразить и украсить на все лето свой цветник, посадите яркую и неприхотливую клеому. Несмотря на то, что это растение произрастает во многих уголках мира, в садах средней полосы о нем пока еще мало кто знает. Хотя цветущую клеому очень сложно не заметить. Ее яркие пышные соцветия на высоких стеблях привлекают к себе внимание и запоминаются своим необычным видом и своеобразным ароматом. За свой уникальный вид удлиненных лепестков и несоразмерно длинных тычинок клеому часто называют цветком пауков, хотя мне форма ее интересных цветов больше напоминает порхающих мотыльков или красочные брызги. Эффект фейерверка усиливается при групповой посадке растений. Среди этого цветка даже есть сорт, который так и назвали – брызги шампанского. Уверена, что красота цветущей клеомы удивит многих. А еще больше вас порадует ее неприхотливость, засухоустойчивость и длительность цветения. Клеома – это одна из ярких представительниц цветущих однолетних или двухлетних культур, которые зацветают в начале лета и не перестают цвести до самых заморозков. Это растение не только легко украсит любой цветник и миксбордер, клеому очень хорошо высаживать возле стен старых построек или для прикрытия неприглядного забора. Ее роскошные соцветия на высоких стеблях прикроют непривлекательный вид изгороди и отвлечет на себя все внимание. К тому же, если у вас нет времени на постоянный уход и полив своего сада, это растение как раз будет для вас. Клеома не любит частый полив, более того, он ей противопоказан, так как ее корневая система от чрезмерной влаги может сильно пострадать. Популярность клеомы с каждым годом набирает свой рост. Сегодня в продаже, особенно в интернет-магазинах, можно встретить ее семена и выбор самых разных сортов. Продают также и готовые семенные смеси со всевозможными расцветками цветов. Пышные кистевидные соцветия клеомы восхищают своей красотой, красочностью, своеобразным приятным запахом и размерами. Их диаметр достигает около 20 см. Цвет лепестков может быть белой, желтой, лиловой, розовой, фиолетовой или пурпурной окраски. Удивляет и то, что когда увядают нижние цветочки в соцветиях, на их месте завязываются семенные стручки, торчащие на тонких цветоножках, а верхние цветы продолжают распускаться из многочисленных верхушечных бутонов. Пряный аромат цветущей клеомы способен отпугивать некоторых насекомых-вредителей. Считается, что в дикой природе ее запах привлекает мелких летучих мышей, которые опыляют цветы. В наших садах это растение, наоборот, будет отпугивать всевозможных вредителей. Посадки клеомы обычно обходят стороной вредные насекомые и паразиты. Эти цветы также редко болеют. Исключение – это переувлажнение и заболоченные участки с высоким залеганием грунтовых вод, где корни клеомы могут поражаться гнилью. Среди ее многочисленных сортов и гибридов есть немало интересных растений для выращивания в саду. Существуют высокорослые, средние и карликовые клеомы. Высота стеблей колеблется от 1,5 метра до 30 см. Высокорослые сорта вполне подойдут для создания яркой, живой изгороди или заднего плана цветников. Низкая клеома очень красива в качестве цветочного бордюра и оформления садовых дорожек. Из среднерослых растений можно составить красивые композиции, сочетая их с разными цветочными культурами. Если у вас мало времени по уходу за цветами, вы можете просто вырастить шикарную и долго цветущую моноклумбу, состоящую только из цветов клеомы. Родина этого травянистого растения считается Южная Америка. В садах с холодными зимами оно не зимует, поэтому с осени можно собрать созревшие стручки с семенами для подзимнего посева клеомы в сад или весной на рассаду. В домашних условиях семена на рассаду высевают с конца февраля. Перед посевом их можно выдержать 12 часов в стимуляторе роста, например, гумате калия, эпине или цирконе. Для прорастания всходов необходима температура 22-25 градусов. Как появятся ростки, посевы помещают под яркое освещение с более прохладной температурой, около 20 градусов. Для профилактики грибковых инфекций рассаду время от времени проливают светло-розовым раствором марганцовки. Их также необходимо проветривать, не допуская застой влаги. Подросшие до 15 см сеянцы прищипывают, а на постоянное место в сад рассаду высаживают, когда минует угроза возвратных заморозков. Обязательно учитывайте размеры растений и их сортовые характеристики, не допуская загущенные посадки. Расстояние между кустиками должно быть не менее 40-50 см. При высадке растений не лишним будет в каждую лунку внести горсть золы.
Лучший вариант – это подготовить грядку для клеома уже с осени, хорошо перекопав землю и удобрив ее компостом. Место выбирайте солнечное и безветренное. Кстати, при хороших условиях этот цветок может давать свой самосев. Семена клеомы сохраняют схожесть около 3 лет. Если вам не потребуется бесконтрольное насеивание клеомы, увядшие соцветия лучше вовремя удалять. Такая процедура также продлит цветение кустиков. Клеому лучше выращивать на солнечных участках. Грунт ей потребуется рыхлый и питательный, с нейтральной реакцией. Кислый состав клеома не терпит. Поливают растения редко, но обильно, особенно в жаркий период. Благодаря длинному корню клеома способна самостоятельно добывать себе влагу, но она не выносит пересадку, так как ее длинное корневище при выкопке обязательно пострадает. Учитывайте эту особенность при посадке растений, подбирая им сразу нужное место. Также высаженную рассаду хорошо замульчировать, что поможет вам избавиться от лишней прополки сорной травы. Для обильного цветения клеому удобряют примерно 2 раза в месяц, используя комплексные минеральные составы для цветущих культур. Этот очаровательный цветок выращивают не только для украшения сада, прикрытия заборов или цветочного фона. Яркие соцветия клеомы отлично стоят в срезке и могут не увядать 2 недели. Кроме необычных цветов, у кустиков очень привлекательная рассеченная листва, похожая на небольшие листья конского каштана. В сочетании с красочными пышными соцветиями это растение выглядит весьма экзотично. Выращивание клеомы подойдет как опытным, так и начинающим цветоводам. С ее помощью можно легко украсить свой сад на весь теплый сезон до самых морозов и удивить таким необычным цветком всех ваших гостей и соседей. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.